Сегодня я хочу вам рассказать, как можно сделать самим себе искусственные дредлоки, которые вы сможете одевать и снимать, когда вам заблагорассудится, без ущерба для ваших волос. Первым делом нам нужно выбрать каниколон. Каниколон — это такие искусственные волосы. Он имеет разные варианты, разную структуру, и мне кажется, что эта структура очень сильно зависит именно от цвета. Синтетические, вот такие неестественные, там красные, зеленые, синие, в них используется больше синтетических волокон, и поэтому эти типы каниколона больше подвержены влиянию температуры, и начесываются и плетутся они немножечко по-другому. Они более скользкие и более сложные в разделении. Каниколон натуральных цветов более податлив и более похож на настоящие волосы. Тем не менее, именно на дредах он достаточно колюч. А вот то, что более синтетическое, вот они как плюшевые, они могут быть немножко мягче. Сегодня я буду делать дред для себя, потому что мои дреды старые, они уже весьма поизносились и стрепались. И кроме того, я хотела давно поменять расцветку, потому что я перекрасила волосы, а мне нравится больше натуральность в дредах, чтобы как можно меньше было заметно, что они не из твоих волос. Что нужно отметить, это то, что как разделять этот каниколон, чтобы он не запутался. Потому что у многих такая проблема существует, что да, он путается, все-таки синтетические волосы, все-таки весьма большая длина у него. Сейчас я вам это расскажу. Что такое искусственные дреды, что такое дедреды или дредлоки, которые цепляются к вашим волосам. Именно дедреды — это такая разновидность дред, которая состоит, скажем, вот из двух частей. Это такой длинный дред, который складывается пополам и цепляется к вашим волосам с помощью метода косички или восьмерки. Чтобы заполнить всю голову дредами, в среднем берут 40-45 штук. 50 я пробовала, это ужас, тянет к земле. Поэтому сейчас половину я себе уже сделала, а половину мы будем делать вместе. Итак, для того, чтобы сделать искусственные дреды, нам с вами понадобится. Гера, ну здрасте. Ты, конечно, как всегда вовремя. Чтобы сделать искусственные дреды, нам с вами понадобится. Первое — это каниколон. Второе — то место, где мы будем его разделять. Я использую обычную трубу алюминиевую, которую я примостила. Расческа, металлическая, крючок, ножницы и утюжок. Многие используют утюжок, обычный парикмахерский утюжок для выпрямления волос. Я же использую два варианта. У меня есть утюг специально для дредов. Но именно специально, потому что одежду я им не глажу. Мои первые попытки сделать дреды с помощью этого утюга были не очень удачные, поэтому я его немножко испортила. Вот он у меня, видите, подпалился такой утюг, поэтому одежду гладить им нельзя. Как разделить каниколон? Жалко даже что-то с ним делать. Я предлагаю разделять его сразу весь. То есть не делить его по одной прядке, тогда больше вероятность, что он запутается. Если мы знаем, что у нас одна пачка каниколона, это примерно 20-22 дреда. Можно, конечно, и мельче разделить. Все зависит от того, какой толщины дреды вы хотите себе сделать. Нужно аккуратно поснимать вот эти резинки. Их специально не завязывают на узлы, а делают такие петельки, чтобы можно было их развязать без ущерба для каниколона. Посмотрите, какой он длинный. И когда мы начесываем каниколон, он очень сильно укорачивается. Если у нас дредов четное количество, тогда нам нужно сразу же разделить на две части. И так постепенно делить. Но мне так лично проще делать. На глаз делим примерно, чтобы у нас было две одинаковых части. И резко разводим в стороны. Одну часть пока что можем оставить здесь висеть. Тут 12 и тут 12. Делим и эту на 2. Если у нас это 12, значит тут 6 и тут 6. Делим эту часть на 2. 3 и 3. Теперь нужно одну часть разделить на 3 и вторую точно так же. Главное понимать саму суть, что если вы разделили, вы не должны его бросать где-то. Он должен у вас обязательно висеть. Поэтому сразу определите место, куда вы будете вешать разделенный каниколон. Итак, посмотрим, что же у нас получилось. При разделении половины пачки каниколона у нас получилось 12 прядей, из которых мы сейчас будем делать дреды. Мы берем первый локон. И сейчас нам понадобится расческа и крючок. Зажимаю коленками, мне так удобнее. В общем, это не важно, как вы будете это делать. Важно зафиксировать вашу прядь. И начинаем ее начесывать расческой. Некоторые используют расчески для животных.
с мелкими зубьями. Тут тоже, что кому удобно. И я вам скажу, чем больше каниколон по своей структуре напоминает натуральные волосы, тем проще его начесать. Чем сильнее он похож на синтетику, тем он более скользкий и неудобный. Начесывать надо плотно. С одной стороны у нас есть уже начес, это только первый этап, со второй стороны у нас пока еще ровный каниколон, поэтому мы его переворачиваем и делаем с другой стороны то же самое. Но это еще не все. Вы скажете: о, как долго начесывать это все, да, как это нудно. Да, он всего один, а их нужно 40, друзья, 40. Теперь нам нужен крючок. Особо усидчивые люди прорабатывают крючком весь дред полностью, а я достаточно ленивый человек, любит побездельничать. Крючком обрабатываю только те части дреда, которые торчат, и мне очень сильно не нравится, когда я скручиваю его в жгутик. Давайте посмотрим, что он мне тут не нравится. Смотрите, вот торчит, пожалуйста, да? Значит, мы делаем так. Закручиваем этот дред. Торчит у нас тут, да? С противоположной. Вставляем крючок и цепляем ту сторону, которая торчит, и забиваем ее вовнутрь. Видите, у нас структура дреда становится равномерной, не такой торчащий уже. Это достаточно быстро происходит, и плетение дредов похоже немного на медитацию. Вы можете подумать о чем-то своем. Ну а теперь, когда у нас крючок тоже сделал свое дело, у нас получился недодред. И теперь нужно сделать вот так. И теперь, когда наш дредик уже почти готов, выглядит он вот так. Нам нужно, чтобы он прошел тепловую обработку, чтобы все торчащие волоски у него запаялись, и он приобрел такую форму, которая сможет не терять в течение даже нескольких лет ношения. Самое интересное. Но сейчас я вам покажу сразу два способа. Мы берем дредик. Он у нас уже закрученный в жгутик, но этого мало. Сейчас нам придется еще немного над ним поработать. Обычно я начинаю запаивать с края. И тут мне уже поможет моя нога снова. Я его закручиваю. Красивый жгутик. Берем мой специальный утюг для дредов. И просто аккуратненько проходим. Он у нас включен не на самую большую мощность, чтобы дред все-таки не поплавился. Итак, мы сейчас делаем половину дредов обыкновенным утюгом. В общем-то, утюжок для волос я использую только для запайки краешков. И то уже, когда уже дреды на голове находятся. Это у нас после обыкновенного утюга. После проглаживания обыкновенным утюгом у нас получился дредик вот такой. В принципе, концы можно не трогать, если они нравятся вам такими. Но мне не нравится, поэтому я их срежу. И теперь нам нужно его запаять как следует. Некоторые люди одевают дреды, носят некоторое время, им начинает казаться, что слишком большой объем. Это не беда, в помощь вам утюжок, потому что под влиянием температуры каниколон сжимается и становится его меньше. Запаиваем и ждем до полного остывания. Друзья, миссия выполнена. У нас с вами получился такой вот дредлок. Длинный, тоненький, естественного цвета. Теперь мы можем его прицепить к нашим волосам. О том, как приплетать дреды, вы можете посмотреть видео на моем канале. Тем, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А в дальнейшем я планирую еще снять видео о том, как ухаживать за дредами, как расплетать дреды, какие бывают мифы, какие бывают сложности в ношении этой интересной и красивой, на мой взгляд, прически. С вами была Марго. До новых волнующих встреч!